Ставьте левую, двухминутную коробочку с рабочей до 90, 270. Ленточка для перископа. Приветствую всех увлеченных моделистов. Сегодня у нас новый мастер-класс и поговорим мы о деталях, которые часто становятся головной болью при сборке тяжелых советских машин. Мы будем собирать и красить стойки шасси для фронтового бомбардировщика Су-24 в 48 масштабе от фирмы Temp Models. Перед тем, как мы начнем, обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. Ну а теперь приступаем. Ну и как всегда, начинаем с обзора содержимого набора. Внутри пластикового блистера нас ожидают сами стойки шасси, подкосы, ажурный грязезащитный щиток передних колес, а также металлические стержни для армирования стоек. Качество 3D-печати в этом наборе находится на каком-то запредельном уровне, поверхности абсолютно гладкие, без намека на слоистость. Детализация просто великолепная, производитель бережно воспроизвел каждый мельчайший элемент, который из пластика отлить физически невозможно. Я отделяю детали от поддержек с помощью ультразвукового ножа. Это просто отличный и незаменимый инструмент для работы с 3D-печатью. Однако к его мощности нужно привыкать. Лезвие режет материал как масло, и по неопытности можно буквально за долю секунды случайно срезать какой-нибудь важный тонкий провод или другой нужный элемент детализации. Но зато как только вы к нему привыкнете, точно кайфанете от того, насколько легко с его помощью отделять и зачищать детали. Для тех, кто постоянно работает с 3D-печатью, это однозначная рекомендация к покупке. У меня же отделение деталей прошло не совсем гладко, все-таки случайно срезал одну гидравлическую магистраль. К счастью, паника отменяется, и я просто аккуратно приклеил ее обратно на место. Кстати, чуть не забыл сказать, эти стойки разработаны не по модельным чертежам, а на основе прямого 3D-сканирования элементов шасси реального самолета. Наша команда регулярно организует выезды на самые разные локации в поисках уникальной техники. Мы детально сканируем оригиналы, чтобы в итоге вы получали дополнение с идеальной геометрией, сумасшедшей копийностью и правильной жесткостью благодаря стальному армированию. Покраску я начинаю с нанесения проверенного грунта от фирмы 128. Он создаст отличную адгезию для последующих слоев краски и поможет окончательно убедиться, что все места срезов поддержек зачищены идеально. В качестве основного цвета стоек отлично подходит оттенок C117 от Ганзы. Он максимально точно передает тот самый аутентичный серо-голубой цвет, в который окрашивались стойки шасси на большинстве отечественных самолетов. Далее на основных стойках я прокрашиваю всю мелкую детализацию. Чтобы процесс был максимально аккуратным и точным, я делаю это последовательно, двигаясь от внутренних элементов к внешним. На передней стойке я начинаю покраску детализации с электрического провода, который проходит практически по всей ее длине. Эта тонкая линия требует максимальной концентрации и твердой руки, чтобы аккуратно отделить провод от основного корпуса стойки. Далее я прокрашиваю металлические элементы и резиновые уплотнения. Не забываем также аккуратно покрасить проводку на подкосах. Эти небольшие элементы шасси часто остаются без внимания, но их детальная проработка здорово добавляет реализма всей конструкции. Далее я перехожу к смывке. Использую Boru интерьерную смывку, чтобы выгодно подчеркнуть всю сложную детализацию 3D-печати. Не бойтесь посильнее запачкать эти стойки, так как Су-24 довольно низкий самолет, и в процессе реальной эксплуатации его шасси собирает на себя очень много аэродромной грязи и потеков масла. Далее с помощью масляной краски я увел цвет грязезащитного щитка в характерный синеватый оттенок.
Дело в том, что на моем конкретном прототипе отчетливо видны цветовые отличия между этим щитком и самой передней стойкой, так что этот нюанс важно было передать для точного соответствия оригиналу. Далее с помощью акварельного карандаша я наношу аккуратные потертости и сколы на все выступающие и передние поверхности стоек. Это самый удобный способ локально сымитировать повреждения лакокрасочного покрытия от летящих из-под колес мелких камней и песка. С помощью маркеров я добавляю следы свежей смазки возле штоков амортизаторов, а также реалистичные ржавые потеки на шарнирах и подвижных соединениях. Также я не забываю добавить брызги грязи на основные стойки, чтобы окончательно вписать их в боевой образ фронтового бомбардировщика. На передней стойке с помощью УФ-смолы я имитирую сигнальный огонь выпущенного шасси. Посмотрите, как здорово получилось разделить оттенки щитка и самой стойки. Ну и какие же стойки без пневматиков? И само собой, колеса для нашего бомбардировщика тоже будут из набора Temp Models. И хоть у меня в руках еще старая версия этих колес, выполненная в литье, но отлиты они просто здорово. Вся необходимая детализация четко на своем месте. Протекторы, ровные диски проработаны отлично, так что работать с ними одно удовольствие. Оставлять чистые колеса при таких повидавших виды стойках — это настоящее кощунство, поэтому мы их тоже хорошенько попачкаем. Но для начала наносим грунт, а затем покрываем покрышки базовым слоем резины от Ганзы. Зеленый радиопрозрачный от Акана отлично подходит для покраски колесных дисков. После базовой покраски я нанес специальные метки контроля смещения пневматиков относительно диска, ну и конечно выполнил смывку, чтобы проявить весь рельеф. Визеринг я начинаю с нанесения сколов на колесные диски. Сначала прохожусь по граням светло-зеленым оттенком, имитируя повреждение верхнего слоя краски. После этого с помощью модельного карандаша добавляю глубокие сколы до самого металла. С помощью сухой кисти я аккуратно проявляю рельеф покрышки, подчеркивая все выступы и надписи на боковинах. Далее наношу на покрышку эффект светлой грязи, даю составу полностью высохнуть, после чего аккуратно размываю его кистью.
Покрышки на референсах встречаются совершенно разные, от жутко грязных, забитых аэродромной землей до чистых, как будто их только что привезли с завода. Так что здесь вы вольны выбирать любой вариант под вашу задумку, ну а мой выбор вы уже видели. Далее с помощью масляной краски я придаю резине финальный объем. Масло позволяет создать мягкие градиенты, глубокие тени в складках и эффект легкого засаливания покрышки, из-за чего колесо сразу начинает выглядеть тяжелым и настоящим. Также я не забываю нанести реалистичные потеки технических жидкостей на сам колесный диск, ведь тормозная система боевого самолета всегда находится под серьезным давлением. Сам протектор я слегка запачкал маслом и припылил пигментом, чтобы окончательно зафиксировать эффект набившейся в рисунок аэродромной пыли. И в самом конце, уже после финального слоя лака, я наношу хром на штоки амортизаторов и разгоняю его с помощью растворителя, чтобы получить идеально равномерное зеркальное покрытие. Ну а теперь смотрим готовый результат. Друзья, если вы хотите поднять копийность своих моделей на такой же уровень, заглядывайте на наш официальный сайт. Эти стойки, колеса, а также сотни других уникальных 3D-печатных новинок уже ждут вас в каталоге. Мы без проблем отправляем посылки в любую точку мира. У нас стабильно работает международная доставка и настроена удобная оплата из любой страны. Переходите по ссылке, выбирайте качественный автормаркет для своих проектов и стройте модели с удовольствием. Огромное спасибо за просмотр, обязательно поддержите ролик лайком и подпиской, если этот мастер-класс был для вас полезен. До встречи в следующих выпусках.